Всем привет! Рад вас видеть на своем канале Анатомия водного пола. И сегодня мы с вами рассмотрим такое средство для разминки и восстановления, как массажный ролл. Массажный ролл очень полезен для разминки, также он очень полезен для восстановления, когда вы устали, все у вас болит, или может после длительной поездки. В целом, когда чувствуете себя закрепощенным, уставшим и прочее. То есть разминка от восстановления по большому счету отличается лишь дозировкой. Упражнения все те же самые, и очень всем рекомендую. Отличная разминка, то есть 5-10 минут покататься перед тренировкой очень благотворно скажется на вашей работе. Также отлично помогает для профилактики травм. Также, когда у вас уже есть какие-то травмы, для разрабатывания, особенно когда бывает у людей болит поясница или еще какие-то мышцы, очень хорошо помогает разминать, прокатывать, работать с триггерными точками и так далее. Сейчас я вам буду показывать основные упражнения, самые базовые, их не так много. Ну и в процессе я вам расскажу, на что обратить внимание и как это делать. Все упражнения выполняются у нас на полу. Буду вам показывать, в принципе, в том порядке, в котором сам их выполняю. И первое, с чего я начинаю сюда, это я прокатываю спину от грудного отдела до шейного. Сложимся. Вот нашли наш грудной отдел. Подняли наш таз. Руки положили на грудь, скрестили и катаемся вперед и назад до грудного. Поясницу мы сейчас не катаем. Вот разминаем наши лопатки, разминаем наш позвоночник. Кстати, между делом также у нас разминаются ноги, пока мы делаем, что они сгибают, разгибают. Поделали таким образом. Дальше, как я делал, я обычно выпрямляю руки и ставлю их ладонями друг к другу. И продолжаем кататься. Вот, поскольку выполнять, я обычно выполняю до того момента, как я почувствую, что я промялся. Но можно считать про себя 10-15 раз сделали это упражнение. Дальше я перекладываю под ягодицу, смотрите, кладу ролл под ягодичную мышцу. Положил его сейчас под левую ногу я сгибаю, делаю чуть-чуть, видите, наклон в эту сторону. И также я делаю раз, катаюсь в одну сторону, вперед, да, назад. Здесь бывает такой нюанс, у некоторых бывают триггерные точки. Что с ними делать? Вот, допустим, вы катитесь, прокатились и чувствуете, что в одном из мест у вас прям очень сильно больно. Ваша задача найти это место. Вот, допустим, я сейчас нашел вот здесь, остановиться, расслабиться, спокойно дышим, вдох-выдох, то есть вам будет больно, там, может быть, даже нога будет неметь, расслабились, потерпели секунд 10 и опять продолжили. Раз, покатали, два, покатали, дальше перекладываем. Катаем вторую ягодицу. Смысл такой же, ищем. Если есть триггерные точки, находим их, делаем на них паузу, подержали, постояли и покатили дальше. Опять катаем, катаем. Прокатились, допустим, 10 раз. Дальше переходим на нашу заднюю поверхность бедра, то есть бицепс бедра. Как укатать? Ролл у нас в том же положении. Кладем его, видите, то есть под коленку я его не завожу. Он мне не здесь, а чуть выше. Положил. Смотрите, руки опираюсь. Вторую ногу я кладу сверху. Кому удобно, можно так положить, можно так положить. Вот. И вес перекатываю на эту сторону. Положил. И также, оп, и доходим до ягодиц. И катаем по всей длине. Здесь тоже бывает, также триггерные точки можно найти. Если находим, также делаем паузу. Также можем на них сделать сильнее упор. И спокойненько катаем одну ногу. Вот, сделали, допустим, 10 раз. Другую ногу. Опять также положили. Все, уперлись, приподнялись. И катаем дальше. Очень хорошо разминает. Если вам это как средство восстановления, просто это можно делать несколько кругов, выполнять как можно дольше. Для разминки достаточно сделать 10-15 раз, ну обычно 15 раз на каждую мышцу. Дальше. Все, прокатили мы наши бицепсы бедра. Дальше переходим к икроножной. Также кладем, видите, то есть под коленку я никогда не кладу. Вот под коленкой. Оп, сюда положил. Ну, удобнее начинать с середины, чтобы у вас был ход и туда, и сюда. Положил, и все, так же. Сюда, 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 сюда. Вот, между делом вот так же. Видите, я же делаю, у меня разминаются руки. Я стою в упоре. У меня работает пресс. То есть остальное тело тоже у меня разминается. Сделал одну ногу, сделал другую ногу. Все. Покатал. Обычно дальше я делаю второй круг. То есть опять
кладу сюда, начинаю, то есть здесь покатаюсь. И потом, смотрите, следующий момент, когда перехожу к ягодице на втором кругу, первый раз мы с вами делали, у нас ролл был в таком положении, сейчас мы кладем ролл в такое положение. То есть также кладем его под ягодицу, все то же самое, сгибаем ногу и катаем. Также покатали правую, также покатали левую, правую. Все, закончили. Теперь катаем нашу внешнюю сторону, начинаем с бедер, то есть с квадрицепса, также катаем от колена и до таза. Как делаем? Становимся в упор лежа, положили его на колено, вторую ногу на него. Можете рядом держать, как вам подготовка позволяет. И также катаемся. Раз, два, три. Покатали одну ногу. Переходим в другую ногу. Положили также. И вот, поехали. Раз. Тут вы должны чувствовать свои мышцы, где они у вас начинаются, где заканчиваются. Это как бы с опытом приходит. Суметь все на автоматизме. Вот здесь можно немножко поменять углы. Правее, левее. Вот, размяли. Дальше переходим. Разминаем наши голени. Смотрите, откуда катаем. Катаем от колена и до стопы. То есть сюда мы не закатываем, и сюда тоже. Вот, доделали. Оп, положили. И две ноги одновременно катаем. Если вам не больно, можете, как я, сделать вот так вот. То есть практически сидите на ногах. То есть это максимальное давление. Вы своим весом можете регулировать давление. Вот, покатали. Дальше переходим к нашей грудной мышце. То есть, каким образом мы катаем, смотрите. Вот начало нашего ролла. Мы его кладем, где у нас промежуток между двумя грудными мышцами. Вот, сюда и здесь. И он у нас катает одновременно и грудную, и переднюю дельту. Я вам покажу только с левой стороны, потому что у меня справа микрофон. Также встали на четвереньки, положили ролл. Оп. Видите, рука у меня здесь, вторая здесь. И раз, два, три, четыре. Покатали, покатали. Потом другую. После того, как прокатили левую, правую, мы можем разминать наши предплечья. Здесь, смотрите, мы работаем от нашего запястья до локтевого сустава. Как это делается? Кладем также ровно ролл. Одной рукой упираемся, вторую кладем сюда. И давление переносим на правую часть. Раз, два, три, четыре. Тут мы двух зайцев одновременно убиваем. И предплечье разминается. И также вращательный манжет плеча хорошо разминается в этом упражнении. Сделали одну сторону. Сделали другую руку. Давление вы можете регулировать. Это вы с опытом будете чувствовать. Вот. Здесь, в принципе, все. Есть еще разные упражнения. Это самые базовые, самые основные. То есть мы с вами размяли полностью ноги наши с двух сторон. Квадрицепс, бицепс бедра, икроножную, то есть голень сверху. Мы размяли нашу спину, мы размяли предплечье, грудную, переднюю дельту. То есть, в принципе, все тело. Если мы это делали быстренько, то есть для разминки по 10 раз на каждую мышцу, быстренько пробежались, это хорошо нас подготовит к работе. Вот если у вас там все болит, все тяжелое после поездки или после тренировок, то можно уделить больше времени мышцам. То есть с опытом вы поймете, какой мышцы сегодня нужно больше, какой меньше, и будете себя хорошо чувствовать. Поэтому включайте ролл в свои тренировки, в свои разминки, восстановления, особенно для любителей, у кого мало времени для тренировок. Очень полезная вещь, особенно если вы там на работе долго где-то сидели, пришли в бассейн, 10 минут покатались, и вам уже становится намного легче. Ну и на этом у нас сегодня с вами все. Всем пока.